Рада всех приветствовать на своем канале. И сегодня по многочисленным просьбам я хочу вам показать, как связать такую красивую ажурную треугольную шаль этим эффектным узором. Мы не будем с вами вязать полностью всю шаль. Я связала такой небольшой образец, и мы с вами свяжем тоже только небольшой образец, просто для того, чтобы объяснить вам принцип вязания. Прежде чем мы приступим к вязанию, хочу обратить ваше внимание на некоторые особенности этого узора именно при расширении полотна. Возможно, многие из вас уже знакомы с ним по моему мастер-классу, где мы вязали прямое полотно. В том варианте раппорт узора в высоту состоял из 8 рядов, а пышные элементы мы вывязывали 8 петель из 8 петель. При вязании треугольной шали узор немного поменялся. Начиная с определенного момента раппорт в высоту будет состоять из 4 рядов, а эти пышные элементы мы будем вывязывать 7 петель из 7 петель. Также вы можете вывязывать 9 петель из 9 петель, если вы хотите вот эти элементы более пышными. Ну а теперь давайте не будем терять время и приступим к вязанию. Также хотела бы обратить внимание на пряжу. Этот образец у меня связан из пряжи с содержанием шерсти 50%, а рекомендуемый размер спиц был 3-4 мм. Я вязала этот образец спицами 4 мм, но я думаю, можно было бы взять и побольше, например, 5 мм, и тогда полотно было бы еще более воздушное. Образца я возьму такую яркую ниточку, просто гладкую, чтобы вам было лучше видно. В начале вязания набираем на спицы 11 петель. Набрали на спицы 11 петель и вяжем первый ряд. Кромочные петли мы будем всегда провязывать лицевыми. И начальную петлю, и последнюю. Первый ряд вяжем все петли лицевыми. И последнюю кромочную петлю провязываем также лицевой. Второй ряд. Кромочную петлю провязываем лицевой. Далее все петли мы должны провязать лицевыми с двойным обвитием. Обвиваем ниткой спицу 2 раза и провязываем лицевой. Довязываем до конца. И в конце ряда кромочная петля лицевая. Третий ряд. Кромочную петлю провязываем лицевой. Далее у нас идет одна лицевая. Мы ее провязываем и одновременно ее как бы распускаем. Вот такая длинная она у нас получается. Далее 7 петель нам нужно переснять, одновременно их распуская. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Теперь возвращаем их на левую спицу и провязываем эти 7 петель за заднюю стенку лицевой петлей. Вытаскиваем эту петлю, одеваем на левую спицу и провязываем ее лицевой. И таким образом нам нужно вывязать 7 петель из 7. Одну мы уже вывязали, вторая петля, третья, четвертая. Не затягивайте сильно вязание, да, вяжите так посвободней. Пятая, шестая и седьмая. Теперь эти 7 петель сбрасываем со спицы. И в конце ряда 1 лицевая и кромочная петля провязываем лицевой. Следующий ряд провязываем лицевыми петлями. Кромочную петлю тоже провязываем лицевой. И все петли до конца ряда мы провязываем лицевыми. Узор у нас состоит в принципе только из лицевых петель. Кромочная петля в конце ряда тоже лицевая. Следующий ряд вяжем тоже все петли лицевые. И кромочные петли также провязываем лицевыми.
Далее у нас идет 6-й ряд от начала вязания. Провязываем кромочную петлю лицевой. И все остальные петли мы должны провязать лицевой с двойным обвитием. Все петли до конца ряда вяжем лицевыми с двойным обвитием. И в конце ряда кромочная петля лицевой. 7-й ряд от начала вязания. Кромочную петлю провязываем лицевой. И теперь из этой одной ракушки нам нужно вывязать 2. За счет этого у нас будет расширяться полотно. Вяжем таким образом этот ряд. На правую спицу переснимаем, одновременно распуская 4 петли. Возвращаем их на левую спицу. И из этих 4 петель вывязываем 7 таким же образом, как мы уже с вами вывязывали. Вяжем из 4 петель 7. Довязываем последнюю 7-ю петлю и сбрасываем петли. Далее вяжем 1 лицевая. И у нас остается еще 4 петли. Мы их также переснимаем, одновременно распуская. Возвращаем их на левую спицу. И точно так же из этих 4 петель нам нужно вывязать 7. Провязываем. Первая петля. Вторая. Довязываем последнюю 7-ю петлю. Сбрасываем петли. И в конце ряда кромочная петля лицевой. На этом мы закончили начальный этап нашего вязания. Далее мы будем с вами вязать ряды, которые будут постоянно повторяться. Так что можете обнулить ваши ряды и будем начинать с первого ряда. То есть у нас раппорт узора в высоту будет состоять из 4 рядов, которые будут постоянно повторяться. Итак, вяжем первый ряд. Кромочную петлю провязываем лицевой. И все петли до конца ряда вяжем лицевыми. Довязываем ряд до конца. Кромочная петля провязываем лицевой. Второй ряд узора. Кромочную петлю провязываем лицевой. И все петли до конца ряда вяжем лицевыми. Довязываем второй ряд до конца. И кромочная петля тоже лицевая. Вяжем третий ряд узора. Кромочную петлю провязываем лицевой. И остальные все петли до конца ряда мы провязываем лицевой с двойным обвитием. Довязываем ряд до конца. И в конце ряда кромочная петля лицевой. Вяжем 4-й ряд узора. Кромочную петлю провязываем лицевой. И если в начале вязания мы с вами вывязывали в начале и в конце ряда из 4 петель, 7 петель, то далее у нас будет повторяться такой ряд. В начале вязания вы всегда вывязываете в начале из 3 петель 7 и в конце из 3 петель 7. Давайте с вами сейчас свяжем, и вы все поймете. Переснимаем на правую спицу 3 петли, одновременно распуская их. И из этих 3 петель мы вывязываем с вами 7. Точно таким же способом. Первая петля, вторая. Довязываем последнюю 7-ю петлю. Вот так. В начале ряда мы провязали с вами из 3 петель 7. Далее вяжем 1 лицевая. Между этими элементами всегда идет 1 лицевая петля. Далее переснимаем на правую спицу 7 петель, одновременно распуская их. Возвращаем их на левую спицу. И вывязываем 7 петель из 7. Точно так же, как мы и вязали. Довязываем последнюю 7-ю петлю. Далее идет у нас 1 лицевая.
И у нас остается 3 петли. Мы их переснимаем на правую спицу, возвращаем на левую. И точно так же из этих 3 петель мы вывязываем 7. Первая петля, вторая, довязываем последнюю петлю и кромочная петля лицевой. И вот таким образом мы с вами провязали раппорт в высоту. Но давайте с вами повторим еще один раз. Повторяем раппорт в высоту. Первый ряд мы провязываем все петли лицевые. Вяжем так до конца ряда. Второй ряд, кромочную петлю провязываем лицевой и вяжем также все петли лицевыми. Третий ряд узора, кромочную провязываем лицевой и все петли до конца ряда мы провязываем лицевыми с 2 обвитиями. Четвертый ряд, именно тот ряд, где у нас формируется расширение полотна. Провязываем кромочную петлю лицевой. В начале ряда мы всегда вывязываем из 3 петель 7. Переснимаем 3 петли и вывязываем из них 7 петель. Довязываем последнюю 7-ю петлю. 1 лицевая. И далее у нас идут полноценные полные пучки. То есть мы переснимаем 7 петель. 6, 7. Теперь из этих 7 петель нам нужно вывязать 7 петель. Петли для полноценных пучков закончились, и в конце ряда у нас остаются 4 петли. Провязываем 1 лицевую и из 3 петель вывязываем 7. Переснимаем 3 петли, распуская их, возвращаем и вывязываем из них 7 петель. Провязали, и в конце ряда кромочная петля лицевой. Вот, и таким образом у нас будет расширяться полотно. Давайте, может быть, проговорю вам еще основной 4-й ряд. Первый ряд мы вяжем все петли лицевые, второй ряд все петли лицевые, третий ряд все петли лицевые с двойным обвитием. 4-й ряд у нас будет всегда повторяться. В начале ряда мы вывязываем из 3 петель 7. Далее между пучками у нас идет 1 лицевая. Провязываем 1 лицевую. Далее вяжем все полноценные пучки из 7 петель. То есть провязываем из 7 петель 7, 1 лицевая, из 7 петель 7, 1 лицевая. И доходите так до конца ряда. И в конце ряда у вас должно оставаться 1 лицевая и 3 петли, из которых мы также вывязываем 7. Вот в принципе и все. И таким образом, вывязывая по краям из 3 петель полноценные пучки, вы получаете расширенное полотно. Надеюсь, я понятно вам объясняла. Если у вас есть вопросы, пишите в комментариях, я обязательно отвечу. Спасибо всем за внимание. Пока-пока.